Всем привет и с возвращением! С вами Олеся. Сегодня покажу два завтрака с яйцами, которые я просто не могу перестать готовить. И для первого рецепта мне понадобится 3 помидора. Нарезали помидоры крупными толстыми кольцами. И теперь берем любую удобную штуку и удаляем серединку у помидоров. Здорово, все делается очень быстро и просто. Можно уже ставить разогреваться сковородку. Теперь мелко нарезаем мякоть помидоров. Чем мельче нарежем, тем вкуснее получится. Отправляем помидоры в миску. Сюда же разбиваю 2 яйца. И нарежем немного зелени. Если вы тоже ищете идеи на завтрак без лишних заморочек, оставайтесь со мной. Обязательно напишите в комментариях, из какой вы страны. Я обожаю читать, откуда вы меня смотрите. Добавляю соль и черный перец по вкусу. И натираю 2 зубчика чеснока. Уже выглядит и пахнет просто сногсшибательно, получится очень вкусно. Все хорошо перемешиваем. Добавляю 1 столовую ложку муки для связки. Еще раз все хорошо перемешаем. Разогреваю сковородку со сливочным маслом. 1 чайная ложка сливочного масла или по вашему вкусу. Масло немного подогрелось. Выкладываю кольца помидоров. Друзья, это такой быстрый, простой и такой вкусный рецепт, который обязательно стоит сохранить в закладке, потому что вы точно захотите его приготовить еще не раз. Теперь в каждый помидор наливаю 1 или 2 столовых ложки яичной массы. Поделитесь в комментариях, какие блюда вы чаще всего любите готовить на завтрак. Я с удовольствием почитаю и какие-то ваши идеи обязательно приготовлю. Так, все уже практически готово. Заполняем последнее кольцо помидора нашим омлетом и готовим под крышкой где-то 5 минут, чтобы омлет хорошо схватился. Запах разносится просто по всему дому. Посмотрите, яйца уже хорошо схватились, ничего не течет. Аккуратно переворачиваем и обжарим пару минут с другой стороны. Огонь средний, следим, чтобы ничего не подгорело. Сверху я натру немного сыра, у меня пармезан. Получится очень вкусно, пикантно и ароматно. А главное, что все продукты сейчас есть под рукой, помидоры свежие, сезонные, так что вы без проблем сможете приготовить себе такую вкуснятину на завтрак. Сыр можете взять любой, и не забудьте поделиться этим рецептом с вашими друзьями, я уверена, что они будут рады и поблагодарят вас за такую вкуснятину. Все уже готово, друзья, обжарили, сыр немного расплавился, и снимаем эту красоту и вкусноту со сковородки. 5 минут, пару помидоров, пару яиц и вкусный быстрый завтрак на сковороде на вашем столе. Можно уже звать всю семью за стол, но не переключайтесь. Я предложу вам еще один быстрый и вкусный рецепт, который вам точно понравится. Давайте попробуем, что у нас получилось. Это так вкусно! Когда в холодильнике только перец и яйца, я просто добавляю сыр и делаю вид, что так и планировала. Давайте сегодня приготовим уютный летний завтрак из того, что найдется у вас под рукой. В миску разбиваем яйца. Добавляем к яйцам пару ложек молока. Да-да, те же продукты, но давайте покажу, как из них сделать не скучный завтрак, а что-то реально стоящее. Немного шнит лука, просто потому что без зелени грустно, а с ней сразу завтрак, как из кафе. Небольшая щепотка соли по вкусу. И черный молотый перец тоже по вкусу. Пол чайной ложки паприки, чтобы было красиво. И столько же орегано, чтобы все подумали, что я прямо повар.
без пармезана ну никак. Он дает ту самую сливочную нотку, которую я просто обожаю. Натираю немного прямо в миску. Все хорошенько перемешиваем. И пока я мешаю, не забудьте подписаться на канал и написать, из какой вы страны. Мне всегда интересно, откуда вы смотрите. Разогреваем сковородку, капаю немного оливкового масла, просто чтобы ничего не прилипало. И разрезаю болгарский перец пополам. Просто убираем все лишнее внутри. Нам нужны чистые половинки без семян. Перец беру разного цвета, так завтрак получится ярким и красивым. Сковородка нагрелась, отправляю туда наши лодочки из перца, устраиваем их поудобнее, как на завтрак в отеле. Заливаю омлет в каждую половинку. Вот так, не спешим, пусть яичная смесь аккуратно распределится. Я беру несколько черри и просто разрезаю пополам. По 2 черри в каждую лодочку. Получится очень вкусно и очень сочно. Ну правда красиво. Вливаю в сковородку пару ложек воды, совсем чуть-чуть, чтобы все пропарилось. Накрываю крышкой и готовлю примерно 10-12 минут на среднем огне. За это время омлет схватится, а перец станет мягким, но не развалится. А пока все готовится, натрите немного сыра. У меня сегодня моцарелла, но подойдет любой, который хорошо плавится. Проверяем. Идеально, омлет готов. И теперь щедрая горсть сыра прямо сверху. Обожаю этот момент. Не забудьте сохранить это видео, пригодится, когда в холодильнике снова только перец, сыр и яйца. Спасибо, что готовите со мной, друзья. Ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка. Если не хотите возиться, накройте крышкой, и сыр спокойно расплавится. А если хочется ту самую золотистую аппетитную корочку, отправьте под гриль на 5 минут, оно того стоит. Все готово? Посмотрите на эту сырную корочку. Золотистая, пузырится, пахнет божественно. Перекладываю аккуратно на тарелку, и уже хочется просто съесть, не разрезая, но я покажу, что внутри. Это невероятно вкусно. Спасибо, что готовили со мной. Поделитесь этим видео с тем, кто говорит, что из ничего не приготовить. Мы им покажем.